3 года назад, в мае месяце, в этом месте я построил землянку и назвал ее «Землянка у ручья». Примерно полгода я ее уже не посещал, и мне было бы интересно сегодня узнать, что с ней. Не сгнила ли она, да? Не затопила ли ее? Может быть, там уже мыши стали хозяевами этого уютного когда-то домика. Сегодня просто великолепная погода после дождя. Лес очень влажный, и запах разнотравия просто будоражит мое обоняние. Желаю вам приятного просмотра. Садитесь поудобнее. Погнали! Да, землянка стоит на месте, и внутри она сухая. Единственное, там все загадили мыши. Ну, впрочем, как всегда, ничего нового. Вид здесь вокруг землянки просто какой-то сумасшедший. Все заросло травой, причем настолько высокой, что даже я свою землянку еле нашел. И, кстати говоря, специально взял с собой косу, с помощью которой буду завтра скашивать траву хотя бы вот здесь на пятачке рядом с землянкой. Но это уже займусь с утра, а сегодня в первую очередь надеть средства безопасности на лицо, закрыть свои органы дыхания от вдыхания мышиного помета, потому что это опасно, и навести нужно порядок в первую очередь, и после чего уже можно будет затапливать печку. Здесь очень много диких животных, то и дело. Кричат косули, где-то рявкают в стороне.
Дождь пошел. Надо накрыть вещи, чтобы они не промокли. Вот так вот. В прошлом видео я был в землянке у Березы, Дмитрия, да, с канала Походный Оптимист. И у него тоже была вот такая вот плесень. Грибок, точнее, даже, наверное, вот. И, к сожалению, меня эта участь тоже постигла. Здесь тоже грибок. Может быть, имеет смысл просто его сошкрябать, скажем так, да, с ковра протопить помощнее печку и, например, в следующий раз чем-то обработать. Ну и ковер, и в том числе стену. Напишите об этом в комментариях, если вы вдруг в курсе, что лучше сделать в данной ситуации конкретной. Ну а я принимаю решение просто все это дело сошкрябать ножом и убрать. Как вы видите, помимо вот этой вот маски, да, бафа, я еще и салфетки антисептические подложил туда, чтобы каким-то образом хоть как-то фильтровать, да, воздух, вот этот вот, который здесь пыль вся будет гулять. Вот. И надеюсь, это защитит меня от контакта с мышиными какахами. Вот, собственно, все. Работаю ножом и убираю всю эту плесень и затапливаю печку, потому что ноги у меня насквозь. Специально воду не сливал из сапог. Сейчас вам покажу, сколько у меня там воды, чуть попозже. Специально не буду закрывать дверцу, для того, чтобы здесь дымом все обработались все стены. Не знаю, мне так кажется, что это выгонит, во-первых, мышей, если они здесь есть, а во-вторых, уничтожит все вредные запахи.
как бы ни пытался угадать с погодой, постоянно не угадываю. В этот раз я ошибся с выбором штанов. Надо было брать штаны, которые можно натянуть на сапоги. Эти, к сожалению, не натягивались, поэтому вся вода попадала внутрь. Не так давно стал с собой носить вот такой вот маленький компактный пистолет Stalker Kurs. Очень удобная вещица. Смотрите, то есть он у меня вообще помещается в ладонь. Помимо того, что его можно кому-то подарить, да, то есть это будет красивый такой хороший подарок, интересный, необычный. Данный пистолет можно использовать в качестве обучения. Обучения навыкам владения оружием. Здесь есть предохранитель, магазин на 8 патронов. Все как у обычного пистолета. Плюсом к этой модели можно еще добавить, знаете, что он самовзводный. То есть один выстрел, второй выстрел, третий выстрел. Можно использовать его, например, в фильмах каких-то, да, если вы там занимаетесь так же, как и я, съемкой видеороликов, то отличный такой атрибут для съемок. Ну а я, например, очень хорошо сейчас стал им отпугивать животных. Ну, услышал, да, там каких-то шорохи, какие-то непонятные движения, вышел, один выстрел сделал, и запах пороха, он отпугивает животных, во-первых, а во-вторых, обозначает мое местонахождение здесь. И самый главный нюанс, то есть у меня есть травматический пистолет, я его с собой одно время очень часто носил, но его можно использовать только при наличии лицензии. Конкретно эта модель наличие лицензии не требует вообще никакой. Соответственно, никаких проволочек бюрократических с ее получением у вас не будет. Патроны здесь используются вот такие вот миниатюрные. Вот они, видите, строительные патроны. Так что, если вдруг у вас появится желание приобрести такой вот пистолет Stalker Kurs, то название модели я, конечно же, оставлю в описании. Вот так вот. Классная штуковина. Ну, а я буду чувствовать себя сегодня в безопасности. Меня зовут Алексей, я не охотник и не вредитель леса. Хочу сделать здесь небольшой уютный домик, используя валежник. Живые деревья я не использую, с удовольствием готов работать на благо леса и буду очень рад, если уставший путник сможет здесь отдохнуть. Эту запись я оставил 2 июня 2022 года. Соответственно, значит, что землянку я, наверное, только начал строить 2 июня. Вот. Ну, получается, 3 года в любом случае землянки есть. И были гости здесь. Гости. Смотрите. Во-первых, 20 апреля 25 года кто-то написал «Христос воскрес». И никак не подписался. И еще одна запись от 11 мая 2025. То есть, ну, прям буквально не так давно. Привет, Алексей. Увидели эту землянку с женой. Сначала насторожило, потом были приятно удивлены и внешним, и внутренним убранством. Привез детей показать ее. Они в восторге. Поражены до глубины души таким сооружением и человеком, который это сделал. Вы большой молодец, удачи вам. Ну, это местные, видимо, здесь из близлежащей деревни. Очень приятно, что сюда приходили дети. Им понравилось. Это, конечно, классно. Я думаю, вообще, самое лучшее занятие для детей сейчас, конечно же, не сидеть в телефонах, да, а, ну, например, строить шалаши хотя бы, да, я не говорю про землянки. Землянки это сложно и слишком незаконно. А шалаш построить можно всегда, и в нем, соответственно, проводить время классно, да, там пацанам, которым лет по 10-12. Собственно говоря, мы в детстве тем же самым занимались. Сейчас детство переросло в нечто большее, да. Такие вот землянки, сооружения в лесу можно найти. Кто-то избы строит, кто-то землянки, кто-то дома на деревьях. Не так давно я начал строить свой собственный каркасный дом на своей земле. Ладно, что-то я увлекся, уже не в ту степь пошел.
В общем, 3 года землянки. Все здесь хорошо в целом. Сейчас навел порядок, убрался, и уже более-менее приятно здесь находиться. Единственное, конечно, меня смущает вот это вот место, где покрылось грибком. Вот этот угол. Повторюсь, если вы знаете, что с этим делать, то напишите в комментариях. Либо, может быть, обработать каким-то купоросом, к примеру. Либо, может быть, вообще снять этот ковер, сжечь его и горелкой газовой можно пройтись там. По плану еще, помимо того, что проснуться, это тоже, кстати говоря, важный пункт плана на самом деле. Так вот, помимо того, что проснуться, надо еще будет пробить джутом стены, где это необходимо, ну и, соответственно, траву скосить. Хорошее местечко, но, конечно, требует постоянного ухода. Любая землянка, как ни крути, требует внимания к ней. Жук какой-то, похож на майского, что ли, не знаю, сейчас я вам покажу. Но вроде не он. Такой здоровый прям ползает, и раздавить его жалко, ну, не хотелось бы. Надо его на улице выкинуть, пусть там ползает. Обалденный кусок говядины. Стейк был просто волшебный. Великолепно, как я люблю говорить. Наверное, я что-то подумал. Ложусь-ка я спать. Утро вечером мудренее, как говорится. Время уже час. Спокойной ночи. И до завтра. Завтра вновь увидимся в этой прекрасной, моей любимой землянке у ручья.
Опять затопил печку землянки для того, чтобы сушить помещение. По-хорошему здесь дня 3-4 надо, наверное, находиться и каждый день просушивать, чтобы вот этот весь грибок, если он где-то начинает образовываться, чтобы он не образовывался. Такая вот коса у меня от отца осталась. Еще, наверное, я так подозреваю, советского изготовления. Еще в Советском Союзе, наверное, делали ее. Не знаю, может быть, потом дорабатывали когда-то. В общем, сейчас хочу скосить траву здесь. Не сильно буду ее скашивать, то есть не по большой площади, да, то есть вот только вот где я хожу, вот здесь вот в радиусе там 3-5 метров буквально. Вот эту крапиву, конечно же, тоже надо скосить, потому что, блин, она уже замучила меня обжигать. Хотя, может быть, это и полезно, не знаю. Виды просто наипрекраснейшие. Я люблю вообще землянки, которые, люблю их строить, любил их строить, да, на открытых пространствах. Не где-то там в тени, а так, чтобы вот можно было любоваться просторами, красивыми пейзажами, видами. И, конечно, сегодня мне это удается сделать. Созерцать просто великолепную
красоту этого леса. Высокие толстенные сосны, ветер гуляет по макушкам, солнечная погода, и даже комары сегодня меня не одолевают. Ну, потому что солнышко выглянуло, и они, соответственно, все немножко попрятались. Хотя вчера было не сладко. Поставил чайничек еще, из воды из ручья налил, который вчера не зря набрал. Сейчас попью кофеек. Кто-то любит заваривать чай. Я люблю кофе по утрам. Это мой выбор. Ну, а так вообще здесь можно было бы, наверное, приготовить крапивный суп, я так подозреваю, да, потому что смотрите, сколько крапивы. И еще здесь очень много есть ежевики, там около ручья. Соответственно, и землянику можно здесь найти, можно было бы заварить ежевично-земляничный чай. Все стало выглядеть так, как и должно быть. Кому-то, конечно же, не понравится, что я убрал маскировку. Красота.
Погодка немного портится. Тучки вон появляются, дождевые уже, вон там пошли. Надеюсь, меня не застанет дождь. Потому что до машины еще идти прилично. Ну и зато, кстати говоря, немножко влажность такая пошла, чуть-чуть прохладнее стало. Ну или просто я вышел уже из этой землянки, где печка до одурения у меня растопилась. И там находиться просто невозможно. Какая вкуснятина. Такую яичницу дома не приготовите. С ароматом природы и вот этой вот свежескошенной травы. Я думаю, на этой вкусной ароматной нотке, ну для меня, по крайней мере, буду с вами прощаться. Спасибо, что вместе со мной посетили эту землянку у ручья, в которой я давно не был, с зимы примерно. Классно, я отдохнул, провел время здесь. Надеюсь, вы вместе со мной тоже отдохнули. Ну, а буквально там на днях, дня через 2-3, наверное, буду продолжать заниматься строительством усадьбы. Попробую со следующего выпуска снимать усадьбу в старом формате, где, как некоторые говорят, говорящая голова в кадре будет. То есть, ну, я буду говорить сразу по факту, да, на месте, а не закадровая озвучка. Но это будет, не в следующей, а через серию, потому что я уже серию почти отснял. И следующая серия будет также закадрово сделана, а уже потом буду озвучивать как раньше, по ходу дела. Отличный день, отличная ночь, отличное время вместе с вами. До скорой встречи. Это был канал Лесной Строитель. Пока-пока.